Ingen. Skulle ju vara test. Det skulle ju vara test och grejer. Вот так вот выглядит норвежская граница. Никаких тестов, никаких машин, нигде ничего нету. Просто был сзади светофор, там просто был зеленый свет, и все. Вот знак, как начинается граница. Швеция и Норвегия практически одинаковые страны, но первое, что я заметил, это дороги. Асфальт в Норвегии намного круче, намного глаже, да и в общем он красивее. Желтая линия посередине и беленькие по бокам. Ярко выраженные, не какие-то замывшие, старые, недокрашенные. Это первое, что я здесь заметил. Но Норвегия, по идее, считается как бы побогаче страной за счет того, что у них очень много нефти. Поэтому и дороги, наверное, соответствуют этому. Видите, как в Норвегии все прошарено. На границе не было ничего, а тут отъезжаем дальше. И полиция всех тормозит. Короче, все-таки какие-то приколы здесь есть. Надо заходить на какой-то норвежский сайт и заполнять какие-то для короны штуки. Поэтому мы сейчас этим занимаемся. Должно быть все нормально. Все-таки регистрация и тест на корону присутствует здесь. Но регистрацию прошли удачно. Я, правда, неправильно написал свой персональный номер. Ошибся на одну цифру, но ничего страшного, пропустили. Да и фикла. Сдали тест, я первый раз сдавал, и реально неприятное ощущение. Когда я сам сдавал, то понятно, что я так далеко эту палку не засовывал, поэтому у меня, может быть, и не было никакой короны. Короче, будет видно. Сказали 15 минут ждать, придет какая-то смс и, видимо, с ответом. Ждем. Прошли тест на корону, нам сказали, придут смс-ки какие-то, но они так и не пришли. Прошло минут, наверное, 10. Пришел этот чувак, который спрашивал, который делал нам тесты, и сказал: все, у вас отлично, можете ехать. Мы сели в машину и поехали. Поехали! Лофутенские острова – это северный рай Норвегии. Здесь, на севере Норвегии, находятся райские Лофутенские острова, которые представляют собой серию из множества островов, и сегодня они практически все соединены мостами, а также паромными переправами. Это место обладает уникальной природой, не похожей ни на какую другую. Общая площадь Лофутенских островов составляет 1227 квадратных километров. Самые большие острова – Аствогоя, Кимсоя, Вествогоя, Флагстаоя и Маскинесоя. К слову, на Лофутенских островах круглый год проживает примерно около 24,5 тысяч человек. Ежегодно на эти живописные острова приезжает около 500 тысяч до 1 миллиона туристов. Мы ехали сейчас с Тересой, увидели какие-то непонятные висящие связки на деревянных столбах. Может, вы сейчас удивитесь, а может, вы знаете. Если, конечно, кто-то знает, для чего это, то обязательно напишите в комментариях. Но это все очень странно и непонятно, что это. Ну, в принципе, уже понятно, что это. Это рыбьи головы. Просто посмотрите, какое их количество. Это просто жесть. Тут такая вонища стоит, что просто невозможно. И просто хотя бы понять, для чего они это делают и кому эти головы.
И куда они их девают? На Лофутенских островах рыбалка чрезвычайно важна. Ее следы были найдены рыбаками еще 6000 лет назад. Отличная рыбалка в этом районе привела к тому, что в ранней истории Норвегии рыбная промышленность была чрезвычайно важной для экономики страны. Маленькая форелька. Мини-мини. Прикольно так клювала. Потом пам. Но сразу было понятно, что очень легкая. Едем с Тересполофутен и натыкаемся на одну очень интересную вещь. Если будете в Норвегии, в принципе во всей Норвегии, не обязательно в Лофутен, то обязательно обращайте на цены на заправках. Мы сейчас проехали и были в нереальном шоке, как они могут меняться. На одной заправке одна цена, на другой другая. И не то, что она разнится там в полкроны или там 10-20 центов, а в несколько крон. Вот тут, на этой заправке, если вам видно, 17,44 цена. Вон там на заправке сзади меня 13,54. Представляете, 4 кроны разница. Это что-то нереальное. И в чем прикол, что люди заправляются и там, и на этой заправке тоже. И это очень странно. Очень странно. Здесь есть развлечения для всех возрастов и любого бюджета, и каждому, кто ценит красивую природу, всегда найдется что-то подходящее. На Лофутенских островах есть огромное количество пеших маршрутов, которые бесплатно приведут вас к вершинам гор, чтобы получить невероятно красивые виды и уникальные фотографии для вашего следующего поста в Instagram. Будем есть сырный пирог, пробовать с всякими странными ингредиентами. Какой он вкусный, просто жесть. Самое сложное, что можно получить на Лофутенских островах, это замечательную погоду. Солнце здесь довольно-таки редко, но мы его дождались.
вот и пришло время разыграть среди вас этот замечательный чай. Прямиком из Лофутенских островов этой замечательной страны Норвегия. Все, что вам нужно сделать, чтобы получить этот эксклюзивный чай, это подписаться на наши социальные сети. Telegram, Instagram и, конечно же, наш YouTube канал. И оставить самый красивый и креативный комментарий под этим видео. Вам шот. Vad serveras det för lunch idag, Filip? Макароны. Benmakaroner. Glutenfria. Какие-то макароны. Гамбургер рыбный. Котлеты. Du kan sträcka dig framåt damen. А Терес будет есть какие-то сосиски. Называются брат Вурст. Hungrig? Сейчас мы находимся здесь. 2 часа проехали. Если показать карту, выглядит вот так. Это остров. А вот тут слева уже Норвежское море, Исландия, Гренландия, Америка и Канада. Прямо сбоку от нас находится Норвежское море. Oj, jag fick mycket killeklock. Jävlar. Gott. Jag är hungrig, Filip. I'm very hungry. Very hungry. Если вы едете по главной дороге, путь через Лофутенские острова займет около 5 часов. Однако мы не рекомендуем просто проезжать по этому фантастическому ландшафту, ведь волшебство и самые красивые места проявляются на всех маленьких дорогах, которые доступны в качестве объездных путей по пути. В описании ниже мы поместили карту маршрута, по которой мы действительно планировали проехать. Но из-за крайне плохой погоды мы не смогли снять поездку на камеру, и поэтому мы решили уехать с Лофутенских островов раньше, чем планировалось.
завершение нашем видео Лофутен хочу вам сказать, что это невероятное, одно из невероятных мест Норвегии. Это уникальная природа, это уникальные скалы, горы, уникальная дорога. Все там, в принципе, уникальное, вы сами все видели. И еще хочу вам сказать, что мы далеко заехали не в те места, которые мы хотели, так как, сами видели, погода просто нам не позволяла посетить все красивые места, которые мы планировали. Но мы обязательно когда-то это сделаем. Перед тем, как вы соберетесь туда ехать, обязательно планируйте свою поездку, чтобы посмотреть, какая будет погода наперед. Обязательно не забудьте лайфхак про бензиновые станции, потому что там это просто из минуты в минуту происходит изменение цен. Ну и в общем, это очень крутой спот, который хотелось бы, чтобы многие его посетили. И я очень надеюсь, что вы туда когда-нибудь доберетесь. Okej, det är många som har väntat på vem det var som vann förra tävlingen från förra videon när vi var fortfarande i Sverige. När vi hade renskjutt och en liten plingelingeling, plingklocka. Så vinnaren är, drumroll, stort grattis! Vi har precis svarat på din kommentar så att du kommer få möjligheten att få hem den till dig. Glöm inte att kommentera på den här videon för det är din chans att vinna teet som vi köpte här. Det är ett fantastiskt Lofoten-te. Exklusivный чай с Lofoten. Yes! Så se till att skriva din bästa kommentar nedanför på vad du tyckte om den här videon. Dela videon gärna till en vän och ge den en tumme upp så hjälper du oss jättemycket att sprida kanalen vidare. Увидимся в следующем видео. Пока! Затащила меня покорять гору. А это да? Galdhöpiggen. Галт, но какой-то пиген. Кто покорял эту гору? Это самая высокая гора в Скандинавии. Находится она в Норвегии.